Один день представляет обзор главных событий дня. Коррупция исторических масштабов. В Киеве судят фигурантов дела Мидас, а министров снимают с должностей. Перемирие на грани срыва. В американской администрации боятся, что война в Газе скоро возобновится. Попросил помиловать друга Биби. Трамп написал трогательное письмо израильскому президенту. Война между Европой и Россией все ближе. Сербский лидер Вучич поделился мыслями по этому поводу. В России будут ограничивать доступ к некоторым сайтам. Извинения не помогли, Трамп все-таки будет подавать в суд на BBC. Завершился двухдневный визит лидера Казахстана в Москву. Какие договоры были подписаны в Кремле? Страшная засуха в Иране. Пересыхают реки и колодцы. В правительстве Украины громкое отстранение. Премьер-министр заявил, что отстранил от должности министра юстиции Германа Галущенко. Это произошло на фоне масштабного расследования коррупции в энергетическом секторе, напомним. Ранее Галущенко занимал пост министра энергетики. Сегодня утром мы провели экстренное заседание правительства и одобрили решение об отстранении Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции. В соответствии с решением правительства, обязанности министра юстиции будет временно исполнять заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Людмила Сугак. Власти обвиняют 7 чиновников в организации схемы откатов на $100 миллионов. Министерство Галущенко подтвердило, что он стал объектом следствия. Сам министр согласился с решением. В Facebook он назвал отстранение цивилизованным и уместным сценарием на время расследования. Галущенко пообещал защищаться в правовом поле. Я поговорил с премьер-министром Юлией Свириденко и полностью согласен. Сначала мы должны принять политическое решение, а затем расследовать все детали. Я не цепляюсь за министерскую должность и не буду за нее держаться. Я считаю, что отстранение на время расследования дано это цивилизованный и уместный сценарий. Я буду защищаться в правовом поле и докажу свою позицию. Спасибо. Президент Украины Владимир Зеленский призвал уволить министров юстиции и энергетики. Он заявил, что поддерживает антикоррупционные органы в их расследовании коррупции в энергетическом секторе. Прежде всего, должна быть максимальная прозрачность в энергетическом секторе, абсолютно во всех процессах. Я поддерживаю любое расследование правоохранительных органов, антикоррупционных органов. Мы это поддерживаем. Это абсолютно четкая и одинаковая для всех позиция. Никаких схем. Это хорошо, что Кабинет министров Украины будет оказывать полную поддержку расследованию и всем процессуальным и правовым действиям. Сейчас всем в Украине очень тяжело сталкиваться с отключениями света, российскими ударами, потерями. Абсолютно ненормально, что до сих пор существуют какие-то схемы в энергетическом секторе. Вскоре стало известно, что министр энергетики Украины Светлана Гринчук подала в отставку. В своем заявлении в Facebook Светлана Гринчук отрицает любую вину или причастность к правонарушениям. Закон. В рамках моей профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства. Таких фактов не может существовать в принципе. Что касается домыслов, которые касаются моих личных отношений, любые спекуляции на эту тему неуместны. Всему должен быть предел. В конце концов, время все расставит на свои места. Новый коррупционный скандал, который потряс правительство Киева, вызвал возмущение среди украинцев. Украинцы и так ежедневно сталкиваются с отключениями света в преддверии зимы. И все это на фоне массированных российских атак на инфраструктуру. Я на самом деле была очень зла после обстрелов, потому что получается, что наши энергетические объекты не защищены, которые уже год войны. И я хотела бы, чтобы власти страны больше занимались этим вопросом. И, собственно, вот доказательство, почему это произошло. На мой взгляд, такие скандалы в первую очередь портят репутацию страны на международном уровне, что чрезвычайно важно для нас сейчас. А что касается настроения граждан, настроения здесь разные, мнения у всех разные. Конечно, мы держимся, но, конечно, понятно, что это очень и очень неприятно. Это наносит ущерб не только государству, но и международному статусу и отношениям Украины с другими странами. Высший антикоррупционный суд Украины сегодня принял решение сразу по нескольким резонансным делам. Продолжается расследование коррупции в Энергоатоме. Суд избрал меру пресечения фигуранту Игорю Фурсенко. Ранее ВАКС уже взял под стражу исполнительного директора по безопасности Энергоатома Дмитрия Басова. Также под стражей находится Игорь Миронюк, бывший советник экс-министра энергетики Германа Галущенко.
Соглашение о прекращении огня в Газе находится на грани срыва. При этом альтернативного плана, который можно было бы немедленно предложить, пока нет. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на израильские и американские источники. Отмечается, что нынешнее предложение самое сильное из всех, что были. Над ним несколько недель работали США, Израиль, Египет и Катар. Этот план учитывает требования как Хамас, так и Израиля. Израиль поставил свою подпись, но Хамас в публичных заявлениях говорит, что не примет этот пакт. Это заставляет чиновников США все больше беспокоиться, что это предложение потерпит неудачу, как и предыдущие, из-за разногласий между Хамас и Израилем и отсутствия четкого пути к прекращению боевых действий или возвращению заложников домой, заявили чиновники. Это гораздо более мрачная оценка, чем та, которую чиновники США представляют публично. Даже настаивая на срочности получения согласия от Хамас, они неоднократно заявляли в последние дни, что они как никогда близки к тому, чтобы обе стороны подписали его. Президент США Дональд Трамп направил официальное письмо президенту Израиля Ицхаку Герцогу. В письме, которое офис Герцога получил сегодня, Трамп призывает помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Трамп назвал судебное дело против Биби политическим и неоправданным преследованием. Он подчеркнул, что Нетаньяху – его давний союзник в борьбе против Ирана. Премьер-министр Нетаньяху твердо стоял на защите Израиля перед лицом сильных противников и больших трудностей, и его внимание не должно быть отвлечено без необходимости. Хотя я абсолютно уважаю независимость израильской системы правосудия и ее требования, я считаю, что это дело против Биби, который долгое время боролся плечом к плечу со мной, в том числе против очень жесткого противника Израиля, Ирана, является политическим неоправданным преследованием. Ицхак, мы установили великолепные отношения, за которые я очень благодарен и горд, и мы согласились сразу после моей инаугурации в январе, что внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы, наконец, вернуть заложников домой и заключить мирное соглашение. Теперь, когда мы достигли этих беспрецедентных успехов и сдерживаем Хамас, пришло время позволить Биби объединить Израиль, помиловав его и положив конец этой правовой войне раз и навсегда. Благодарю за внимание к этому вопросу. Это уже вторая подобная просьба от Трампа. В октябре он озвучивал ее, выступая в израильском парламенте. Напомним, Нетаньяху обвиняют в коррупции с 2019 года, в том числе в получении дорогих подарков. Ситуация непростая. Президент Израиля действительно имеет право миловать осужденных. Однако суд над Нетаньяху еще не завершен. Процесс идет с 2020 года, но приговора до сих пор нет, а сам премьер-министр вину не признает. Президент Сербии Александр Вучич сделал сегодня громкое заявление. Он считает, что Европа готовится к возможной войне с Россией. В эфире сербского телеканала Вучич заявил: «Такая перспектива становится все более очевидной». Он сослался на слова начальника Генштаба Франции генерала Фабьена Мандона. Тот сказал, что французская армия должна быть готова к потрясению через 3-4 года. Президент Сербии подчеркнул: «Это не пустые разговоры. Все готовятся к ней». О заявлениях из Франции, что они готовятся к возможной войне с Россией в ближайшие 3-4 года. Как я сопоставляю факты, я прихожу к тому, что война между Европой и Россией становится все более вероятной. Это не пустые слова. Все к этому готовится. Это заявил генерал, который исключительно ответственный, сказал Вучич. Как он говорит, мы находимся между молотом и наковальней, добавляет, что мы должны немного вывернуться. С другой стороны, мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся с умом. Мы должны продолжать много вкладывать, чтобы иметь возможность защитить свою страну, сказал Вучич. На фоне этой напряженности Кремль сегодня подтвердил срыв тайных переговоров с Великобританией. Как сообщает Financial Times, британский советник по нацбезопасности Джонатан Пауэлл пытался открыть тайный канал с помощником Путина Юрием Ушаковым. Лондон опасается, что администрация Дональда Трампа может отодвинуть их интересы по Украине на второй план. Там действительно был контакт. Контакт имел место, это так. Диалог не получил продолжения. Дело в том, что в ходе этого контакта было острое желание собеседника, собственно, рассказать о позиции европейцев, и был дефицит каких-то намерений и желаний послушать нашу позицию. Конечно же, в условиях невозможности проведения обмена мнением взаимного, поэтому диалог и не получил свое развитие. В России мобильный интернет будет отключен до конца войны России против Украины. Первым таким городом стал Ульяновск, сообщают российские медиа.
По данным журналистов, ограничения действуют на постоянной основе. Они не зависят от воздушных тревог или конкретных атак. Власти подчеркнули, что ограничения мобильного интернета носят географический избирательный характер и будут применяться вокруг критически важных объектов специального назначения, а не в целом на территории региона. При этом в районах с ограничениями мобильного интернета продолжат работу сайты из белого списка. В него вошли госуслуги, сервисы Яндекса, соцсети ВКонтакте и Одноклассники, маркетплейсы Озон и Wildberries, платежная система Мир и другие. Жителям зон, подпавших под ограничения, власти порекомендовали обратиться к своим мобильным операторам и сменить тарифный план на более подходящий, не включающий большой пакет интернет-трафика. Информация о конкретных районах, где мобильный интернет отключен, не разглашается из соображений безопасности, отметили российские чиновники. Президент США Дональд Трамп в интервью для Fox News заявил, что считает своей обязанностью подать в суд на BBC за искажение его слов, сказанных накануне событий 6 января 2021 года у Капитолия. Британская телерадиокомпания BBC оказалась в глубочайшем кризисе за последние десятилетия после того, как два ее ключевых руководителя, генеральный директор Тим Дэви и глава новостей Дебора Тернес, ушли в отставку на фоне критики по поводу стандартов и обвинений в предвзятости, в том числе из-за того, как был смонтирован фрагмент выступления Трампа. Вы собираетесь подать в суд на BBC? Ну, думаю, придется. Почему бы и нет? Они обманули общественность и сами это признали. А их руководство... Генеральный директор и глава BBC News ушли в отставку. И все это происходит в стране, которая считается нашим союзником. Они действительно изменили мою речь 6 января. Это была красивая речь, очень спокойная. А они сделали так, будто она была радикальной. Они ее реально переделали. То, что они сделали, просто невероятно. Мне показали результат, как они все исковеркали. Это было очень нечестно. Руководитель ушел, и многие другие тоже. То есть сегодня вы заявляете нашим зрителям, что действительно подадите иск о клевете против BBC? Да, я считаю, что обязан это сделать. Нельзя позволять людям такое. Россия и Казахстан договорились укрепить партнерство в нефтяной сфере после переговоров президентов двух стран в Кремле. Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершили двухдневную встречу в Москве, где, как ожидалось, обсуждались газовые проекты и последствия американских санкций против российских нефтяных компаний. Казахстан ведет тонкую дипломатическую игру в условиях войны в Украине, сохраняя тесные связи с соседней Россией, крупным торговым партнером, и одновременно выражая поддержку территориальной целостности Украины. Россия долгое время оставалась главным внешним игроком в Центральной Азии, хотя Китай тоже имеет значительное влияние, а западные страны стремятся укрепить свои позиции в регионе. Через Россию проходит основной объем казахстанского экспорта нефти. В свою очередь, российская нефть по территории Казахстана прокачивается в Азию. Наша страна импортирует казахстанский уголь, налажены взаимные поставки электроэнергии. Российская сторона участвует в модернизации тепловых и гидроэнергетических объектов Казахстана. Мы условились укреплять партнерство в сфере добычи, транспортировки и поставок нефти, нефтепродуктов, угля, электроэнергии. Детально обсудили перспективы газового сотрудничества, в частности, газоснабжение приграничных с Россией регионов Казахстана, а также транзит в третьи страны. Иран переживает самый тяжелый водный кризис за последние десятилетия. Власти предупреждают, если засуха, охватившая страну, не отступит, Тегеран, город с населением более 10 миллионов, может вскоре стать непригодным для жизни. У нас закончилась вода. Если не пойдут дожди, то мы в Тегеране должны будем начать ее нормировать. Но все равно непонятно. Даже если начнем экономить, а дождей не будет, тогда воды вообще не останется. Придется эвакуировать Тегеран. Тегеран полностью зависит от 5 дамб. Но приток воды в них резко сократился. В крупнейшем водохранилище всего 8% от нормы. Общий запас воды в столице вдвое меньше, чем год назад. При нынешнем потреблении он может закончиться за 2 недели. В регионе не было осадков. Впервые за 100 лет. Год назад в той же дамбе было больше 80 миллионов кубометров, сейчас всего 14. Кризис затронул не только столицу. По всей стране пересохли 19 крупных дамб. Власти призывают устанавливать резервуары, насосы и другие устройства.
Но это временные меры. Люди боятся, что воды просто не останется. Ситуация с водой кризисная. Особенно сейчас, когда засуха длится уже 6-й год. Телевидение и другие источники говорят, что нужно экономить воду. Это значит, что все очень серьезно, и нам как-то надо пройти через этот кризис. Надеемся, что пойдут дожди. Но пока кризис продолжается, людям нужны такие резервуары. Если воду отключат, они смогут использовать их дома и хоть как-то решить часть проблем. Не было ни дождей, ни воды. И теперь видно, что дамбы пустеют. Они настолько пустые, что видно дно. Понятно, что этих дамб уже совсем не хватает. Не забудьте подписаться на канал «Один день», поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.